Интересно, сколько же существует вообще всего в природе движений, которые способны выполнить тело человека? Что такое танец? Интересный вопрос. Это реакция на звук. Существует определенный минимум, который нужно знать каждому человеку для того, чтобы комфортно двигаться. До сложного танца, который мы назовем импровизационный танец, существует бесконечное множество вариантов. Коллекция всех существующих в природе движений тела человека. Похоже на историю, когда мы берем пианино и сразу на все клавиши нажимаем. Музыки нет. Меня интересовало, как люди в итоге будут танцевать, к чему это все идет. Что такое танцевать без стиля? Это не значит, что к вам нельзя приклеить ярлык. Ага, это движение из того стиля скорее, а это скорее из этого. А как просто и естественно может двигаться тело человека? Мы все стремимся быть в жизни максимально расслабленными, но ни у кого из нас это не получается на 100%. И эта проблема особенно актуальна, когда от нас требуются активные действия, мы выходим на танцпол, мы двигаемся, мы совершаем какой-то перформанс, и здесь нужны определенные навыки. И невозможно быть уверенным на пустом месте, это иначе получается просто такой пустой понт, ничем не подкрепленный. Но когда за этим стоят реальные знания, вы понимаете, как это выглядит и что вы делаете, вам гораздо проще сохранить эту уверенность, комфорт и понимание. Я сегодня расскажу вам, что такое циклический танец, чем он отличается от других видов танца, а также мы обсудим вопросы решения проблем с подвижностью. Это кажется многим, да, подвижность, ничего страшного, ничего особенного. В действительности время летит очень быстро. Сегодня вам 20 или 30, завтра вам 40 или 50 раз. Вы уже понимаете, что вы спите на 2 часа дольше или наоборот на 2 часа меньше. И энергии у вас в течение дня становится меньше, чем раньше. И эта проблема может усиливаться. Для того, чтобы оставаться на месте, со временем нужно бежать все быстрее и быстрее. Это только чтобы оставаться на месте. Я с 4 лет занимался балетом и этническими народными танцами. Мне повезло, меня в детстве родители отдали, так как я любил двигаться. И мне посчастливилось заниматься брейк-дансом у первых людей, которые как бы его придумали и привезли сюда, в Россию. Это было еще с пионерским галстуком в 6 классе школы. Я занимался бальным танцем в юности, у меня даже был какой-то класс. И в 1996 году я открыл школу, которая наследует традиции первых школ современного танца в России. Это Star Teenager, это Jump, это школа Федерации ЮНЕСКО России, хип-хоп-центр. Моя школа включала все направления и все стили. Школа, в которой мы проводили все эти эксперименты, существовала очень давно и проработала больше 20 лет. Толя с самого начала с нами был, один из первых людей, который наблюдал своими глазами, как все развивалось. Делали мы эту школу вместе с Кириллом Кулаковым, который создал сеть городских зарядных станций «Бери заряд». Возможно, вы заряжали свой смартфон голубым пауэрбанком, который можете по всей России взять. Это Кирилл сделал проект. Мне всегда было интересно множество разных стилей, но в итоге все это было подчинено одной простой идее. Я искал ответ на такой немножко смешной и, может быть, юношеский наивный вопрос, каким будет танец в будущем. Меня интересовало, как люди в итоге будут танцевать, к чему это все идет. И мне было понятно, что все в мире и искусство, и дизайн, и наука, все подвержено эклектике. И все направления смешиваются и интегрируются друг в друга. Те стили, которые люди рассматривают как эталонные, чистые, основные, они все меньше используются, возникают новые направления. Люди стремятся экспериментировать. Танец, как и любое искусство, как и музыка, основаны на эксперименте. И я искал ответ, как все-таки нужно танцевать, какой идеальный танец. Я наблюдал за разными артистами, экспериментировал сам и понял, что в разных стилях существует очень много общих моментов. То есть существует некая общая база, которая повторяется независимо от стиля. И если вы посмотрите на любой танец из положения стоя, вы поймете, что он основан на шагах.
То есть, если вы не умеете ходить, то вы из положения стоя танцевать не можете. Также мы можем сказать, что если человек не умеет поворачиваться, наклоняться и прогибаться, то тоже вряд ли это будет какой-то танец. То есть из каких-то простых механических принципов берется вся механика и геометрия движения тела. И это, в моем понимании, и есть та самая основа, которая выходит за рамки привычного понимания стиля. То есть, что такое танцевать без стиля? Это не значит, что к вам нельзя приклеить ярлык. Ага, это движение из того стиля скорее, а это скорее из этого. Ярлыки можно приклеить всегда. Речь идет о том, что вы в основе не опираетесь на эти изначальные стили. Вам как бы все равно до них. И вы действуете, двигаетесь на базе механических принципов движения скорее, нежели чем на каких-то культурных традициях. То есть есть простая формула, как можно двигаться, чтобы тратить меньше энергии и получать максимальную производительность движений. То есть максимальная динамика при минимальных затратах энергии. Это не значит, что вы должны за 5 минут вспотеть, потратить все свои силы и сделать все, на что вы способны. Нет. Вы можете двигаться на 20% своего динамического диапазона, на 5%. Вы можете танцевать много часов, без проблем. Но при том уровне интенсивности энергии вы будете тратить минимум. Эти принципы, они используются широко везде. Как бы не я это придумал вообще. То есть вся природа вообще-то этому подчинена, тем, чтобы тратить меньше энергии. Людей еще не было, когда эти принципы были в основе выживания всего живого на этой планете. Если вам откликается тема, заходите в Telegram. Там живое общение и редкие материалы. Так вот, моя специализация – это сольный циклический танец. И что такое сольный? Это значит, что вы не используете вес партнера, то есть вы как бы учитесь управлять движениями собственного тела. Партнер может быть, его может не быть, это сейчас не важно. Что значит циклический? Это значит, что он основан на повторяющихся движениях. То есть вы двигаетесь так же, как во время ходьбы. Вы идете, правое-левое, чередование раз-два. Это двухбитное движение. Также вы можете ходить на месте. Также вы можете делать сдвоенные движения. И здесь уже четырехбитная структура. Раз, два, 3, 4. Эти движения могут повторяться бесконечно, пока мне не надоест, гипотетически. И я могу придумать огромное количество таких движений. Интересно, сколько же существует вообще всего в природе движений, которые способны выполнить тело человека? Может показаться, что это бесконечное количество. Это будет абсолютно правильно, если сюда включить весь мусор. Но среди всего этого бесконечного множества есть часть, которая нас не интересует. То есть можно стоять и делать циклические движения пальцами. Это движение тоже можно включить, но оно как бы не представляет ценности. Но есть движения, которые представляют огромную ценность, потому что они воспроизводимы, они объединяются в общую базу, они прекрасно смешиваются, и они соответствуют концепции циклического танца, о которой я расскажу некоторые очень интересные вещи сегодня. Все, о чем я рассказываю, это танец на базе техник. То есть здесь нет заученного стихотворения и какой-то последовательности движений. Здесь есть сами механические принципы, организованные в такие способы выполнения движений, которые дают вам уровень качества и функциональности. Техники регулируют порядок, логику и координацию работы частей тела. То есть ходьба – это техника, плавание – техника, езда на велосипеде. И вы можете освоить некоторые танцевальные техники. Смешивая их между собой, вы можете двигаться свободно, легко, создавая свой танец на ходу, в реальном времени реагируя на музыку. И об этом тоже мы поговорим. Здесь много интересных преимуществ у такого способа танцевать. Но все изначально исходит из задачи. Вот зачем вообще можно танцевать? Давайте поговорим немного. Удовольствие, потому что ты считаешь, что это круто, да? Тебе нравится, как это выглядит, досуг, мурашки, да, идут по телу. Да. Телу хочется уже как привычно выразить вот эту вот музыку через тело. Супер, это фитнес, важно, конечно. Медитация. А знаете, что такое медитация? Ну, конечно, знаете, но тем не менее пару слов об этом. Концентрация на ритме, рисование, вязание.
прогулка по парку. Вы делаете повторяющиеся движения, которые выталкивают вас из внутреннего потока мыслей, вы как бы свое внимание концентрируетесь на этих повторяющихся действиях, и вот вы уже забыли про какие-то свои заботы, проблемы, вы отдыхаете, вы расслабляетесь. Это самая простая форма медитации, и танец великолепно работает здесь как переключатель из вашего внутреннего диалога на момент здесь и сейчас, потому что вы можете дозировать и регулировать уровень сложности. То есть, если вы все еще продолжаете думать о каких-то своих заботах, сделайте посложнее движение, и тут вы уже забудете про свои заботы. А если движение слишком сложное, упростите и отдыхайте, и ни о чем не парьтесь. То есть, регулируя уровень сложности и динамику развития композиции танцевальной, вы можете подстраивать ее под свое внутреннее состояние и свои запросы. Еще есть какие-то идеи? Да. Некоторые танцуют, а о том, о чем говорить они не могут. Да. Таким образом рождается либо творчество, либо просто проживание какой-то эмоции, которая могла застрять в теле. Конечно. Мало того, эмоции вообще все время застревают в теле. То есть, если эмоция не выражена, она застряла. Например, рассказали шутку, а вы не засмеялись. Была ли она смешной? Вы скажете, скорее всего, что нет. Но если вы позволили себе отсмеяться от души, то, наверное, вы уже так не скажете. То есть проживание эмоций напрямую связано с внутренними биохимическими процессами. И танец — это во многом... Что такое танец? Интересный вопрос. Это реакция на звук. Причем это не буквальная реакция, как эквалайзер отображает математически буквально. Это ваша интерпретация определенная. И если вы интерпретируете, вы проживаете. Если вы игнорируете, то вы как бы это подавляете. И мы можем выбирать, что проживать. Мы можем выбирать, какие звуки в треке мы будем танцевать, а какие звуки мы будем игнорировать. Это тоже определенный выбор, и это тоже искусство движения. По концепции циклического танца, значит, мы определили, что это сольный циклический танец, который основан на определенных принципах. И пару слов об этих принципах. Когда вы стоите на месте, мы можем варьировать движение частей тела. И существуют проксимальные центральные движения, которые исходят из центра тела, то есть идут от опоры. Это движение таза, плеч в разных плоскостях. То есть вы выполняете движение всем телом. Есть другие дистальные элементы. Это когда вы танцуете пальцами, делаете какие-то движения конечностями. И вот эти движения, их очень сложно систематизировать, потому что они приближаются к бесконечности. Но все, что исходит от опоры, от центра тела, это основополагающие движения, которые можно классифицировать по геометрии, по механике. И это и есть результат моей работы, которую я много лет продолжаю, интересуюсь, развиваю. Это база циклического танца. Это коллекция всех существующих в природе движений тела человека. То есть всех, которые существуют в рамках определенной концепции. Конечно же, это не единственное ограничение. Нас в этой базе не интересует энергозатратные движения. То есть можно уходить в какие-то экстремальные позиции, когда будет повышенная нагрузка на суставы, мы удаляемся от равновесной позиции. Это все нас здесь не интересует. Мы изучаем танец с точки зрения самих рисунков движения. Это принцип, основанный в первую очередь на геометрии движения. Именно на этом принципе. А кроме геометрического признака, еще есть множество других признаков, по которым можно классифицировать движение. Например, сетка ритма существует. И сетка ритма должна быть привязана к музыке. Мы можем придумать очень сложные ритмы, но они тоже нас не интересуют. Нас интересуют простые ритмы, которые мы слышим с короткой длиной цикла, которые можно повторять многократно и легко воспроизводить. В первую очередь, все это основано на эволюционном базисе. То есть человек изначально, мы привыкли, что человек ходит на двух ногах. И кажется, что это естественная для человека тема, и мы от рождения умеем ходить, и вот ребенок вырастает, и он будет ходить. В действительности нет. Если в природе ребенок от родителей не обучался ходить, он не будет ходить на двух ногах. То есть ходьба – это искусственно выученный навык, но он настолько древний, что наше тело эволюционировало для хождения на двух ногах. Это называется научно билатеральная локомоция, то есть это процесс бесконечного падения, когда вы подставляете ногу и все время балансируете, то есть на двух
опорах не существует статической позиции, мы как бы все время падаем, но балансируем. Да, мы балансируем, но чуть-чуть качаемся. Стоим, да, но внутри работает постоянный процесс контроля равновесия, конечно. И это называется научно контролируемое падение. То есть мы падаем, но контролируем, мы все время выравниваемся. Чтобы пойти вперед, нужно качнуться вперед. Чтобы пойти назад, нужно качнуться назад. То же самое в другие стороны. И ходьба, получается, одно из самых естественных движений для человека. Так как тело эволюционировало в процессе хождения на двух ногах, и большинство танцев, за исключением экстремальных, экзотических или акробатических, они основаны на ходьбе так или иначе. Здесь мы подходим к пониманию того, что если человек не умеет ходить, то вряд ли ему актуально начинать учиться танцевать. То есть сначала нужно научиться ходить. И сегодня многие узнают, что ходить-то мы не умеем. Это будет одна из целей нашей встречи – разобраться, умеем ли мы ходить, и чем танцевальная ходьба отличается от ходьбы по улице. А если уж даже ходить по улице не умеем, то танцевать – это следующий, это уже второй уровень. Пару слов по поводу циклических движений. Существует два принципа организации движений во времени. Это одновременные движения и последовательные. Что такое одновременные и последовательные? Последовательные – это стихотворение, рассказанное из движений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я делал набор движений, которые следуют друг за другом. Это танцевальная связка, так называемая, когда вы заучиваете танцевальный номер, вы готовите видео-рилс, и вот вы выучили набор движений красивых. Это классно, это лучшая техника для того, чтобы записать интересное видео или выступить перед зрителем и получить ожидаемый результат. Если вы хотите отдыхать, реагировать на музыку, проводить досуг танцевальный, вам не подходит эта тема, так как, чтобы выучить 1 минуту танца, вам нужно сделать движение со скоростью 2 удара в секунду. Это 120 движений в минуту. Это 360 движений нужно запомнить для 3 минут. Через 360 движений вы понимаете, что вы, собственно, все станцевали, и вот вы начинаете танцевать снова. И сколько раз вы одну и ту же 3-минутную связку станцуете? 5, 10. Потом это просто уже смешно. Нет, если вы репетируете, это классно, но для вечеринки это не очень подходит. Поэтому мы видим на дискотеке или на любой вечеринке, на корпоративе, люди танцуют, основываясь на какой-то импровизации базовой. Интересно, а как просто и естественно может двигаться тело человека? А какие разные типы движений существуют? То есть слона-то в комнате мы и не заметили. Танцевали разные-разные, но ни разу не сдвинулись в какую-то, допустим, часть тела мы проигнорировали. И было все это зажато. Поэтому нужно изучать самые простые вещи. Так же, как в детстве мы учились 4 года ходить. Так же, как мы учились использовать столовые приборы, чтобы есть. Также и танец, он не дается нам от природы. Никто не должен уметь танцевать, потому что ему дано. Такого не бывает. Вы скажете, а как же такие некоторые дети или взрослые, они же такие подвижные? Почему они такие подвижные? Очень просто. Координация – это накопительный навык. То есть эти люди с детства лазили по деревьям, играли в футбол или что-то другое делали, или кувыркались без остановки, их невозможно было усадить на месте. И вот оно накопилось. Балансировка, устойчивость, любые виды спорта и любая физическая активность – это все уникальные задачи механические, которые требуют отдельной подготовки. То есть человек, умеющий ездить на сноуборде, великолепно, мастер спорта, может встать перед зеркалом и не иметь возможности сделать самые простые движения. У него могут быть заблокированы некоторые части тела. Это я говорю как человек, который с этими ситуациями сталкивался многократно. В том числе и чемпионы Олимпийских игр в разных видах спорта могут для себя открывать, что некоторые мышцы, они вообще даже не думали о них. Хотя, кажется, олимпийская подготовка должна быть великолепная, но люди открывают для себя, что есть мертвые так называемые зоны, которые не задействованы. И включив эти движения,
мы начинаем пропускать, естественно, инерцию через свое тело. Понимаете, что такое инерция? Это я махнул одной рукой, и меня начинает разворачивать. Это естественное движение. Вот это движение искусственное. Они изолированные, да? Я их как бы делаю по принципу контроля раздельных элементов. В природе таких движений почти не встречается. В природе организмы двигаются так, чтобы перемещать тело, распределяя нагрузку между всеми элементами опорно-двигательного аппарата и передавать импульс от одной части тела к другой, чтобы инерция накапливалась и передавалась куда-то дальше через тело. Да? И мы эту точку момента инерции можем перемещать по телу. Вы это прекрасно можете видеть везде, понаблюдая просто за естественными движениями животных или птиц в природе. На естественных и изолированных движениях основано разнообразие во многом. А разнообразие что такое, зачем оно вообще нужно? Ну, человек, который хочет танцевать, но мало практиковался. Он начинает делать движение, и обычно что мы видим? Мы видим такое движение, которое как будто тело человека — это одна мышца, то есть он пробует двигаться всем телом, да, вот монолит такой создает человек. И нет изоляции. Это похоже на историю, когда мы берем пианино и сразу на все клавиши нажимаем. Музыки нет. То есть музыка формируется, когда мы последовательно нажимаем на разные клавиши. То же самое тело состоит из сегментов, из групп мышц, и мы можем отдельно их выстраивать в разные рисунки и переключаться между этими сегментами, создавая вариативность. То есть, чтобы научиться двигаться разнообразно, нужно использовать разные элементы и формировать из них рисунки. Принцип движения последовательный, когда мы танцуем на базе связок, это все интересно, и существует бесконечное количество мастеров, которые делают это уникально и очень красиво. Но моя сфера исследований, то, чем я занимаюсь, это именно параллельное исполнение движения. Когда вы можете использовать стопы для одного движения, поворот стопы одновременно с подъемом пятки, колени, движение таза, движение плеч, движение рук, движение головы, повороты тела. И видите, мы наслаиваем много-много элементов. Они все существуют одновременно. Мы можем выключить повороты, оставить руки. Мы можем переключить руки на другой элемент. Мы можем добавить наклоны. Мы можем варьировать это как угодно, выключая и включая слои, собирая разные композиции. То есть это простая геометрия, которая очень легко обучается, она естественная, это как езда на велосипеде. Вот вы пошли в тренажерный зал, позанимались, и у вас был перерыв пару месяцев, вам приходится начинать сначала. Координация совсем другая история. Здесь работает накопительный навык, то есть если вы остановились на каком-то этапе, вы можете сделать перерыв 5 лет и затем снова продолжить с того момента, на котором вы остановились, так как это практически на всю жизнь, в среднем на 25 лет этот автоматический навык формируется. То есть вам нужно всего несколько минут, чтобы вспомнить. Да, мышцы отвыкнут, да, резкость движений будет хуже поначалу, но вы очень быстро включитесь, и по сути, если это движения, основанные не на экстремальных режимах работы тела, а на простой механике, то в качестве вы особо не потеряете. Кому подходят танцы? Наверное, для людей, которым скучно бегать просто в парке, которым нужен какой-то дополнительный музыкальный стимул, и он уже есть, его просто бесполезно не использовать. Если вы реагируете на звук, если вы слышите любимую музыку, вам хочется танцевать, у вас уже есть бесплатный стимул, вы можете просто этим пользоваться, как бы не игнорировать это. Вам не нужна никакая мотивация. Она у вас уже есть в виде мурашек, которые сами по себе работают. Если чувствуете, что хотите продолжение, просто перейдите по QR-коду или по ссылке в комментарии и запишитесь на следующую встречу. Какой бывает циклический танец? Сам циклический танец, он достаточно разнообразен. То есть вы можете варьировать его от абсолютно монотонного, когда вы можете много часов делать одно и то же движение, вот как ходьба в парке.
Это процесс, вы можете двигаться на базе ходьбы, вы можете танцевать на базе ходьбы. И это не требует от вас включения мозга. Вы можете просто использовать это для прослушивания музыки. Это то, чем люди занимаются на вечеринках. То есть они приходят не для того, чтобы показать, ага, он знает 25 движений, а этот 26-й сделал. Это никому не интересно, сколько движений вы сделали. Важно в моменте, прямо сейчас, как вы двигаетесь, насколько вы контролируете движение собственного тела и насколько это комфортно для вас. То есть вы танцуете в первую очередь для себя. Это ваш досуг и ваша форма активного отдыха. И на этой шкале от примитивного такого танца, который мы назовем автоматический танец, до сложного танца, который мы назовем импровизационный танец, существует бесконечное множество вариантов. То есть вы можете усложнять, можете двигаться на базе 2-3 движений, варьируя их между собой. Можете 10, можете 20, а можете начинать делать движение и, не заканчивая его, сразу переходить на другой, на третий и просто разламывать движения как салат, мелко нарезая их, для того, чтобы это была настолько плотная импровизация, которую даже вы не сможете никогда сами за собой повторить, так как это сплошной поток, создающийся в реальном времени, в моменте, и это реакция на ситуацию, на музыку и все остальное. Правильно? И все зависит от вашей задачи, насколько вы хотите в данный момент нагрузить когнитивно себя, интеллектуально, или же вы хотите выключить мозги и просто двигаться для того, чтобы физиологически слушать музыку через тело. Как мы сегодня уже говорили, прослушивание музыки лежа на диване – это одна тема. Когда вы реагируете на звук и вы отбиваете ритм, хлопаете или делаете движение всем телом, что еще лучше. Это совсем другая реакция на звук, вы проживаете это и чувствуете музыку совсем иначе. Что мы сегодня сделаем? Будем искать самый прямой, короткий маршрут, освоить танец через механику тела. Я вам покажу, как можно отбросить все лишнее и через самые простые вещи разобраться на фундаментальном уровне, как работает тело. Это вообще-то для меня удивительно и, кажется, так стыдно прожить всю жизнь и так и не понять каких-то простых вещей про свое тело. То есть существует бесконечное множество сложных тем, и как бы нормально, если вы какую-то сложную тему не знаете, потому что невозможно знать все сложные темы на свете. Как-то стыдно не знать какие-то простые вещи. И вот здесь как раз это универсально, это применимо везде, и поэтому это важно. Кроме того, существует еще такая вещь, как универсальная подвижность. Мы сегодня с вами говорили о том, что люди с детства активно двигаются, развиваются и постоянно накапливают эту координационную память, координационный опыт. И им новые виды активности даются гораздо легче. То есть это понятно, что все, что они делают, это бонус для следующих задач. Как это работает? Это называется универсальная активность, универсальная координация. То есть если каждая часть вашего тела свободно двигается в трехмерном пространстве и координируется со всеми остальными частями тела, и вы понимаете, какие есть виды сочетаний, то вы легче будете делать какие-то новые задачи, с которыми ранее не сталкивались. Какой-то вид спорта или встать на сноуборд, все что угодно. Это будет легче для вас, нежели чем когда вы заблокированы, и для вас проблема даже просто какой-то шаг сделать, чтобы направить что-то в разные стороны, допустим. Это уже хуже. И развитие этой универсальной подвижности – это крутая тема, которая прокачивает вас во всем на всю жизнь. Отличие танца от спорта. Танцы от спорта отличает одна самая важная вещь. В спорте нас интересует результат. Мы занимаемся процессом, но особо важно, чтобы в итоге мы оказались в какой-то точке и дали какой-то результат в моменте, в каком-то времени. В танцах это так не работает. Если вы ориентированы на результат, вообще это очень сложно может быть для вас. Вы ожидаете, что вот сейчас я потренируюсь, я потренируюсь в 2 раза больше, чем я думал, в 5 раз больше, чем я думал, и будет какой-то результат, а результата нет, или есть, но не тот, который вы хотели, и вот так раз за разом происходит, и ваша ориентировка на результат начинает вас душить, вы бросаете в итоге, вы выгораете. То есть это не прокатывает. Вот как
Анатолий у нас научился танцевать. Он просто годами ходил и танцевал. И это... Он так же, как и я не был каким-то примечательным танцором. Я вообще не был лучшим в группе в детстве, где я танцевал. Просто оно все потихоньку накапливается и потом в какой-то момент выстреливает. То есть ваш интерес и умение получать удовольствие от процесса работают гораздо лучше на перспективе времени, чем упертость, устойчивость и намерение в моменте. Поэтому результат – это как бонус, который важен, и вы его получаете только если вы кайфуете от самого процесса и сделаете это образом своей жизни. И если вы не фанатеете от тренажерного зала, если вы не бегаете в парке и летом, и зимой, если вы не катаетесь на лыжах, то задумайтесь, вам нужно что-то найти для себя. Кто-то, конечно, плавает в бассейне, но кто-то не плавает, поэтому для кого-то танцы – прекрасный способ быть в форме, когда вам не нужно ничего. Вы включили музыку, если у вас есть зеркало, это вообще великолепно. У меня зеркала не было, но было окно. Я вечером включал свет в комнате и видел замечательное отражение в окне, когда на улице темно. А еще был растрескавшийся полированный шкаф, в котором можно было танцевать днем, когда на улице светло. И это достаточно, даже это иногда бывает лучше, потому что вы не отвлекаетесь на какие-то мелкие детали, они не важны. Важно силуэт, важна композиция. И вы можете научиться чувствовать композицию, когда все лишнее отбросили. То есть абстракция – это классная тема иногда. Энергия перформанса. Еще танцы отличает самопрезентация. То есть вы должны взаимодействовать со зрителем. Его может не быть физически зрителя. Вы можете быть зрителем. Вы можете сами за собой наблюдать, можете наблюдать изнутри, можете через зеркало наблюдать, можете исполнять танец для кого-то или в публичном пространстве. И то, как вы работаете со своей уверенностью, с харизмой, с подачей, то, какое настроение вы закладываете в свои движения, тоже очень важно. То есть знать геометрию движений недостаточно. Нужно определенный уровень психологического, социального комфорта в себе развивать и расслабление, которое вам тоже помогает. И это тоже психотерапия. Правильно? Еще какая? Выйти в круг – это, для многих огромное преодоление себя. Но которая меняет в лучшую сторону и в процессе дает определенное, очень существенное облегчение. Так как мы социальные существа, и для нас важно определенное признание. Я как человек, который иногда очень много работает за компьютером, понимаю, что я начинаю отвыкать от общения с людьми, мне нужно выходить в общество и тренироваться в этом. Так же, как и каждый из нас. Нельзя останавливаться. Мало того, нас все время затягивает вниз, как только мы немножко снижаем темп. Поэтому темп нужно наращивать потихоньку. Интересно, что существует определенный минимум, который нужно знать каждому человеку для того, чтобы комфортно двигаться. В действительности я считаю, что наше образование в школе было вообще немного не тем, с точки зрения физической культуры в том числе, которое в идеале могло бы быть. То есть чему-то нас учили, а чему-то не научили. Не научили правильно поднимать тяжести в школе. Прыгали через козла, но тяжести не поднимали. В итоге мужчины все с сорванными спинами оказались и больные. Хотя это должны были научить в детстве, как правильно поднимать тяжести. Также точно рассказать о базовой геометрии движения тела и научить самой простой координации на основе основных принципов работы суставов. Тоже этого не было. И это тоже определенное упущение. И, как я уже сегодня говорил, без ходьбы нет танца. И человек, который не умеет поворачиваться, наклоняться и ходить, не может танцевать. Кроме того, есть еще некрасивый танец. Вот, интересная тема – некрасивый танец. Вы же понимаете, все понимают, взрослые люди, что красота – понятие субъективное. И я ставлю лайк каким-то вещам, которые меня поражают, уровнем безумия, да, когда это делается специально. Окей. То есть я не про эту красоту говорю, которая нарушает любые правила.
Я говорю про естественные принципы механики. Не навредить своему собственному телу. Нормальный аргумент? Согласна. Использовать то, что тебе дала природа. То есть, когда мы видим какой-то танец, когда человек двигается, но при этом у него часть тела заблокирована, то есть определенный зажим, то это функционально не выглядит красиво, потому что ему так неудобно. Он как бы перегревается, потеет и просто не может расслабиться, допустим. И расслабление, оно не приходит просто так, захотел, расслабился. Нет, есть определенные упражнения, которые можно делать. Есть классные техники, которые дают это. Кроме того, чтобы растрястись, например, на уровне резонанса и получить расслабление на уровне всего тела, нужно еще понимать координацию. И можно трястись, но не всеми возможными способами, а что-то упустить или забыть. И поэтому нужно, конечно, определенную программу тренировок иметь для себя. Танцы и физическая нагрузка. Вот, допустим, человеку нужно там привести себя в форму, и кто-то ходит в зал. Я вот, например, там хожу в зал. А вот в моем случае, там, я занимаюсь в спортивном зале, уже имея опыт танцевальный, но очень большое количество людей, которые этого опыта не имеют, они выглядят очень накачанными, иногда даже перекачанными, но по факту они очень тяжело двигаются. Погоня за визуальными стандартами определенными, когда человек хочет быть красивым, но его представление о красоте, как бы наращивание массы, это не всегда хорошо для здоровья. То есть есть определенный порог, после которого набор массы уже перегружает суставы, перегружает сердце. То есть сердце не растет, оно остается таким же, а масса растет, и оно должно обслуживать всю эту систему. И мы можем видеть в тренажерных залах людей, которые имеют уже очень большую силу, но при этом они уже не могут бежать на беговой дорожке, чтобы не разрушить свои ноги. Они вынуждены только на велотренажере двигаться. Мы как бы не можем обсуждать, что хорошо, что плохо, потому что нет правила, что есть красиво. Но мы можем обсуждать, что вредно для здоровья. В идеале совмещение аэробной нагрузки, силовой и эластической растяжки, йога та же самая или гимнастика, это такой золотой стандарт, где все три компонента должны присутствовать. Как вы будете их между собой совмещать и насколько вы будете углубляться в каждый из них, это ваш личный выбор. Например, танцы не закрывают полностью весь круг физической нагрузки для меня. То есть я делаю для себя подтягивания, отжимания, делаю какие-то йоговские растяжки. Вопрос, для чего тебе это нужно? Например, если ты хочешь быть в форме и чувствовать себя намного лучше, то ты обалдеешь, как много ты можешь сделать, выполнив в один день, каждый день 10 отжиманий, несколько подтягиваний, несколько растяжек и несколько приседаний. Ну, допустим, я по лестнице много хожу, мне приседания не очень нужны, но, допустим, 50 приседаний. Вот все, что я перечислил сейчас, это 3 минуты, разбитые по 1 минуте на несколько подходов в течение дня. То есть вы посидели час, встали, 1 минуту подвигались. Конечно, вы не можете на холодное тело сделать экстремальную растяжку. Это вредно, это опасно. Вы не можете сделать много подтягиваний на холодное тело. Нужно все это делать аккуратно, очень медленно, деликатно. Но если у вас нет задачи увеличить свою силу, наращивать свою силу постепенно и методично все больше и больше, если у вас есть задача хорошо себя чувствовать, очень хорошо себя чувствовать, то 3 минуты в день – это очень круто. И вы можете полностью изменить свою жизнь. И тренажерный зал, он наращивает массу, мышечную массу. Это круто, когда вам нужно, например, решить какие-то задачи. Например, вы ограничиваете калории. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто хотя бы раз в жизни пытался похудеть? Нормально, да? То есть почти нет людей, которые не имеют пару килограмм лишних. Это очень сложно, и это долгий процесс. И
здесь есть одна вещь, которая часто происходит как подмена понятий. То есть люди думают, что я пойду сейчас заниматься, мне, чтобы похудеть, мне нужно заниматься, мне нужно двигаться. Вот это миф номер один. Миф номер один. Нет, это важная часть, но она на втором месте. На первом месте это дефицит калорий. То есть, например, я сейчас пойду заниматься, поэтому я сейчас поем плотненько и потом пойду это сожгу. Это переливание воды из одной емкости в другую, туда-обратно. Нет, лучше не поесть и поменьше позаниматься, если у вас нет сил. Не поесть совсем это вредно. И много людей, которым нельзя голодать. То есть нужно питаться, просто не нужно лишнее съедать, нужно съедать столько, сколько вы по своему дефициту калорий себе определили, если вы хотите пару килограмм скинуть. А пару килограмм – это тоже, кстати, немало. Килограмм – это бутылка воды в руке, 5 килограмм – это 5-литровая баклажка в рюкзаке, с которой вы поднимаетесь по лестнице. 10 лишних килограмм – это 2 баклажки. 20 лишних килограмм – это 4 баклажки в рюкзаке, с которыми вы ходите, и вы пытаетесь с ними танцевать, значит. И вот вы мокнете, вам жарко, и суставы перегружаются, и сердце. Да понятно все, как бы нет идеальных людей, и мы все подвержены ежедневному стрессу. И вот на нас навалилось 100 задач, и мы, значит, решаем какие-то, которые нам кажутся наиболее важными, и очень часто забываем про себя в этом потоке. Или подвергаемся стрессу и говорим себе, ну ладно, бутылку водки пить не буду, но хотя бы поем. То есть мы как-то себе объясняем эти вещи, но мы не будем сегодня углубляться в вопросы мотивации, так как это очень банальная тема, и можно просто на YouTube увидеть все, что по этому поводу говорится. Тем не менее, мы не забываем, что в первую очередь дефицит калорий, а нагрузка – это важная, но вторая часть, которая добавляется к дефициту калорий, но не заменяет его. Нет, проблема в том, что когда у вас дефицит калорий, и вы худеете, у вас мышцы начинают также деградировать. И вам в действительности нужна физическая нагрузка, просто чтобы были силы нормально встать с утра и пойти начать жить свой день. И ходить в зал, или заниматься, тягать железо, покупать абонемент, или танцевать, учиться ходить в школу. Это все фигня. Нет, это все не обязательно. Вы должны сделать себе комплекс упражнений, то есть 50 приседаний, 10 отжиманий, несколько подтягиваний, сколько вам комфортно в течение дня. Кто-то любит заниматься каждый день, кто-то не любит и хочет больше энергии накопить, занимается через день, через 2 дня. Но я люблю, например, заниматься по чуть-чуть и каждый день, и в течение дня несколько подходов по 1 минуте. Мне очень нравится заниматься. Потому что я сижу много, и это вредно. Часы говорят, что нельзя сидеть больше часа, значит, нужно выполнить комплекс упражнений, которые включают гормоны, сердце, мышцы. Это совсем другой уровень интеллекта, кстати. То есть голова начинает лучше работать. Зачем танцевать? Так вот, где вы собираетесь танцевать в итоге? На танцполе. Я дома танцую. Дома, отлично. На людях. На сцене это можно уже заучивать какие-то номера постановочные. То есть мы с вами понимаем, что разные способы танца подходят для разных задач. Если вы хотите просто подвигаться, вам нужна фитнес-нагрузка, но совсем уже фитнес и аэробика вам слишком скучно, вы не хотите такими примитивными вещами заниматься, вы можете тоже использовать танец, но на другом уровне. Но хочу отметить, что очень важно, чтобы вы занимались для самих себя. То есть если вы двигаетесь для того, чтобы потом произвести на кого-то впечатление, или у вас есть иллюзия, что я научусь танцевать, и на меня будут больше обращать внимание, или я стану каким-то другим человеком, и вы к этому образу стремитесь, это может быть не самый эффективный способ стать другим человеком. Хотите больше впечатлять людей, не нужно через заднюю дверь обходить. Войдите напрямую, учитесь актерскому мастерству, взаимодействию с людьми, выходите на эмоции. Вы будете впечатлять людей, если вы будете их впечатлять. Не нужно через танец пытаться что-то сделать, совсем другие задачи. То есть я хочу сказать, что
эмоциональная подача и успех социальный – это одна история. А танец и механика движения тела – это другая история, которую вы делаете больше для себя. Поддержать проект можно по QR-коду или по ссылке в описании. Музыка для танца. Какая музыка подходит? То есть любая вообще под танец или какая-то определенная? Вот человек хочет танцевать там. Как сказал бы какой-нибудь великий учитель, чувствуйте свои мурашки, то, что вас прет. Если вам нравится музыка, используйте ее для стимуляции собственной психики. Это инструмент, который вы подбираете индивидуально. Кто-то может просто метроном использовать, так как это дисциплина, это ровный ритм, и этого достаточно, чтобы синхронизировать движение со звуком. А кто-то хочет, чтобы там звучали инструменты живые, или ассоциативный ряд, или вокал. Все это подходит, если вам это нравится. Мотивация. Но делаете или не делаете, а кто-то не делает, кто-то только хочет начать, допустим. Даже кто-то хочет только начать, но сложно начать. А почему? Потому что для того, чтобы начать, нужно, чтобы захотелось. Но не хочется, потому что не начал. Получается замкнутый круг. То есть аппетит приходит во время еды, но мы так и остаемся голодные и не даем себе этой танцевальной информации, потому что очень сложно себя вовлечь в этот процесс. Но есть простой рецепт, который выходит за рамки танцевальной практики. Он просто в жизни для всех ситуаций абсолютно годится. Для всех. Одно отжимание в день. Мотивация рождается в движении. То есть есть минимальный порог, который мы очень часто определяем завышенно. То есть, нет, я не буду делать подтягивания, это же я должен подтянуться несколько раз. Нет, не нужно несколько раз, подтянись один раз. И окажется, что это на самом деле не так страшно, как то, что ты думал. И если это делать каждый день, то это вообще перестанет быть страшно через 2 недели. И уже захочется 2 раза подтянуться, а потом и 4. А потом, когда человек понимает, что у него мозги начинают включаться, и он просыпается после упражнения, и это не стресс для его тела, а наоборот пробуждение, то он начинает хотеть еще больше. То есть вы входите от этого процесса в хорошую, полезную зависимость. Вы разгоняете свое тело, используете это для пользы. Поэтому микрошаги, которые вы должны увеличивать. Очень много критики от научного сообщества по поводу методики микрошагов, что вы типа стоите на месте, так на этих микрошагах остаетесь. Но нет, наращивайте, и не будет никаких микрошагов. То есть входите в набор оборотов, выходите на новый уровень, усиливайте то, что вам больше нравится. Микрошаги – это способ включения, когда вы не можете преодолеть свою волю, вам не хватает желания изучить иностранный язык. 1 слово в день. Окей, тяжело. В неделю 1 слово. В месяц. Потом сделайте больше. Не забывайте, что один пропущенный год по 15 минут в день – это минус 2 недели тренинга с утра до вечера. Как если бы вы занимались очень активно с утра до вечера. 5 минут в день пропускаете, это 1825 минут в год, это 30 часов, а за 3 года получается 90 часов активной практики вы пропускаете. Ну, вы можете себя обманывать, но это только хотя бы признайте себе, что вы себе врете тогда. То есть просто это нормальная тема. Главное, чтобы вы себе не обманывали. Ну и давайте не будем забывать, что возраст добавляет налог на откладывание, и с каждым десятилетием падает выносливость и подвижность, и вернуть тот уровень, где вы были пару лет назад, уже гораздо сложнее, вы можете только это остановить. А качество жизни в наше время становится очень интересным и актуальным. Мы живем в интереснейшие времена, когда мы не знаем, что будет через 2 недели в мире происходить, а что будет через 5-10 лет, это же так интересно. Это настолько интересно, что даже не хочется иметь никаких вредных привычек, потому что хочется узнать, что же там такое невероятное будет дальше происходить. Используйте это интересное время для того, чтобы развивать себя. Но если не получается сразу хорошо танцевать, и человек потом бросает, как сделать так? Вранье, миф.
Не существует, не получается хорошо, это вы себе придумали, вы себе приклеили ярлык, вы себя оценили определенным образом. Часть людей с вами согласится, часть людей не согласится. Это могут быть разные по размеру группы. Большинство, возможно, скажет, что на самом деле все окей. Просто вам нужно улыбку и не расстраиваться, и тогда уже все будет нормально выглядеть. Основные препятствия научиться танцевать. Ну и вот давайте отсортируем по убыванию важности основные препятствия научиться танцевать. Что самое главное, что останавливает нас, вас, кого угодно? Первое – это физическая подготовка, то есть тонус мышц. Вы встаете, начинаете двигаться, и вот тело начинает болеть, суставы, мышцы, дыхание сбивается, голова перестает работать, в глазах темнеет. Вот это первый самый стоп, который типа нет, танцы – это не для меня, такая иллюзия. Второе – координация. Пробуйте соединить два простых элемента, сразу опять закипает голова, в глазах темнеет, начинаете зевать от того, что не хватает мозгу кислорода, и опять сложно. Регулярность практики. Следующая проблема. Вроде сделали, попробовали, но как бы забылось, потому что не было никакой привычки. Страх ошибок или критики. То есть через социальные взаимодействия или подтверждение ваших знаний это решается. Как бы нужно быть в определенном кругу людей, с которыми вы вместе практикуете, или хотя бы кто-то, с кем вы это обсуждаете, и вы можете решать это через социальное взаимодействие. Но самому себе очень сложно доказать, что вот я на самом деле-то молодец, так как вы никогда не знаете, какая будет реакция со стороны. И правильное окружение – это очень важно. Окружайте себя правильными людьми, которые будут вас вдохновлять. Потому что мы не занимаемся спортом, мы соревнуемся не друг с другом, мы соревнуемся с самими собой вчера. Это то, кого мы должны превзойти. В первую очередь. Ну и еще такое, на самом деле, все остальное фигня, и можно уже, решив эти вопросы, нормально заниматься. Но я бы еще один пунктик добавил, полезный, на мой взгляд, это отсутствие системы обучения, непонятно, куда прикладывать усилия. То есть если у вас есть какие-то менторы, наставники или просто доступ к информации, или даже просто подписки на каких-то людей бесплатные, которые что-то показывают, вот, уже это намного интереснее и веселее. Мифы о танце. Давайте тогда развеем некоторые мифы по поводу танцев. Нужна мотивация, чтобы начать танцевать. В реальности мотивация рождается в действии, а действие рождается из очень маленьких регулярных шагов, которые вы не останавливаете и постепенно наращиваете, когда будете готовы наращивать. Миф. У меня нет чувства ритма. Давайте вместе со мной похлопаем в ладоши сейчас. Так, интересно, хорошо. Давайте теперь вместе со мной похлопаем вот так ногами. Так, отлично. Давайте вместе со мной побьем головой назад. Назад, 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 назад. Чувствуете, что... Только не сломайте ничего, аккуратно. Чувствуете, что уже сложнее, да? Давайте вместе со мной сделаем в противофазе удара. Руки, ноги, руки, ноги, руки, ноги, руки, ноги, руки, ноги. О! Вот оно, посыпались, да? То есть, понимаете, что проблема не в том, что мозги какие-то не такие. Проблема в том, что сигнал от мышцы не доходит до мозга. То есть, если руки очень подвижные и делают какие-то более деликатные движения, то голова, она уже менее тренирована, она хуже слушается. Нога не такая подвижная, как рука. Колено еще сложнее может двигаться. Бедро, особенно против гравитации, еще сложнее. И тут вы понимаете, что чувство ритма не проблема. Проблема в том, что есть просто элементы, которые у вас не развиты. То есть часть тела атрофирована, получается. Все. Отлично. Будет еще... Это не самое интересное, что сегодня будет. Такой миф, что сначала я научусь танцевать, потом уже я выйду, чтобы мне не было стыдно, я начну танцевать. Это тоже полная ерунда. В действительности, если вы умеете ходить, то это уже очень сложный навык, которому вы учились очень много лет.
И танец от ходьбы очень слабо отличается. Вообще людям все равно, как кто танцует. И большинство людей вообще не заморачивается по поводу качества танца. Поэтому придумка такая, что я не буду танцевать, потому что я не очень красиво двигаюсь, не очень владею своим телом, вы сами себя обманываете и ограничиваете. И еще такой миф, что да, но мне-то уже поздно начинать. Нейропластичность сохраняется на протяжении всей жизни. И никогда не поздно. Даже более того, очень полезно. Полезно во многом гораздо больше, чем какие-то другие вещи, так как это связано с музыкой. И есть много исследований, которые говорят о том, что игра на музыкальных инструментах и танцы как раз развивают нейропластичность и интеллект человека. То есть это определенные задачи, которые мы решаем в процессе движения. И это хороший способ держать себя в тонусе не только физически, но и психически. Ну и мы уже сегодня развеяли миф про время. Я вам рассказывал, что не нужно никакого времени. То, что вы потанцевали 5 минут в день, вы, может быть, быстрее выспитесь из-за этого на эти 5 минут. Вы их не украли от себя, вы к себе добавили. Вы не потратили энергию, вы запустили внутри себя определенные гормональные процессы, которые пробудили новый потенциал и эффективность для решения других задач. То есть это не надо каких-то доказательств. Уже известно, что физическая активность, она активирует вас. Эстетика движений и выразительность. Важная тема по поводу эстетики движений. Помните, я вам сегодня рассказывал, что есть движения, которые выглядят очень естественно, они встречаются в природе, они выполняются всем телом. Например, разворот. Мы накапливаем поворот через все суставы тела, выполняем движение всем телом. Какие-то естественные движения, которые так воспринимаются, потому что есть точка приложения усилия, и все тело участвует в решении определенной механической задачи. А есть движения изолированные, искусственные, когда вы делаете какое-то движение отдельной частью тела или в отдельной плоскости зажимаете движение. И эти разные принципы в сочетании с разными техниками дают возможность варьировать движение. А зачем нужно варьировать движение? Это дает вам определенную выразительность. То есть вообще в искусстве и в дизайне выразительность – это очень важное слово. И в танце вы можете реализовать свои идеи через контрасты. То есть так же, как можно на белом листе рисовать черным или на черном белом, также вы можете в какую-то монотонную структуру добавлять разные инородные элементы, которые будут ее разрушать и создавать контрасты. Если человек будет делать одно и то же движение, он перестанет притягивать внимание. Но стоит ему сделать какое-то новое движение, сразу активируется внимание. Так работает наша психика. Мы наблюдаем за изменениями. Нам важно не мощность потока. Мощность потока ваша не важна. Вот вы можете там танцевать изо всех сил, но это будет одно и то же движение, и через какое-то время вы перестанете быть источником внимания. Важны изменения. То есть, когда вы учитесь танцевать, если вы работаете со зрителем или с картинкой, с визуальной, то есть вам важно, как это выглядит со стороны, допустим, в каком-то случае, то вы должны работать с контрастами. Если после просмотра остались мысли, идеи или вопросы, оставьте их в комментариях. Из этого часто рождаются новые темы и встречи. Пластика и ритмика. Есть два важных элемента, из которых можно строить движение по принципу одновременного исполнения. Это пластика и ритмика. Вот смотрите. Это ритмическое движение, которое я могу сочетать с вращением. Это пластическое движение, вращение. То есть эти элементы могут выполняться одной частью тела. Мало того, они могут выполняться даже в одной плоскости, и все равно они будут читаться. Оба элемента будут нормально восприниматься. И мы можем усложнять эту геометрию достаточно активно, наращивать количество этих слоев. И, конечно, помимо ритмики и пластики есть еще эффекты, можно много других элементов танца выделить. Но для начала ритмопластическая структура – это очень хорошая база, из которой можно строить всю вашу технику.
как устроена ритмика? Ритмика состоит из ударов и возвратов. То есть вы замахнулись и ударили. Вы бьете не по физическому объекту, а вы бьете просто в пространстве совершаете удар. И вы можете этот удар совершать любой частью тела в любом направлении. По сути, владение ритмикой – это и есть способность ударить любой частью тела в любом направлении. Если вы можете только бить ногами или руками, то вы барабанщик, наверное. Но если у вас все тело включилось, то вы как бы уже можете себе сказать «я танцую». Ритмика имеет определенное экстремальное значение. То есть можно выходить на высокую скорость и получать резонанс. Здесь уже нет фазы удара и возврата. Здесь есть резонанс, который можно перемещать по телу. И это тоже встречается во всех стилях танцев. Пластика имеет определенные базовые фигуры, из которых состоят все остальные фигуры. Что такое пластика? Это движение, которое имеет огибающую траекторию и может выполняться бесконечно, у которого как бы нет начала и конца, оно может быть зациклено. Вращение, спирали, волны. Из этих элементов состоят более сложные фигуры. Так же, как вы можете взять линейку такую, есть такие линейки фигурные, и при помощи линейки, собирая разные фрагменты линий, нарисовать здание или даже силуэт человека или все что угодно. Точно так же и используя базовые геометрические фигуры, как в компьютерной программе дизайнер из кружочков и квадратиков собирает любые произведения искусства, вы можете из базовой геометрии, из пластических фигур собирать любую пластику. Есть разные группы мышц, сильные и слабые. Есть фундаментальные группы мышц, которые приводят в движение все тело. То есть очень важно, чтобы вы научились двигаться от опоры. Например, с этой точки зрения можно сказать, что движения руками, они менее важны, чем движение перенос веса, потому что здесь мы включаем все свое тело и задействуем гораздо больше ресурса. И, конечно же, начинать обучение нужно с сильных групп мышц. И не забывайте, что сегменты тела уменьшаются, чем дальше они удаляются от центра тела. То есть рука, нога, каждый следующий сегмент, он меньше в размере. Значит, самые последние сегменты будут самые подвижные, они меньше всего весят. А то, что находится ближе к центру тела, оно самое массивное, самое тяжелое, это труднее приводить в движение, и мы испытываем больше нагрузку, должны расходовать больше энергии. Это все фундаментальные вещи, которые формируют технику. И по поводу ритма пару слов. То есть вам все-таки сначала правильно научиться держать прямой ритм, так как прямой ритм всегда можно сломать, порезать на отрезки, добавить в него пропуски, синкопы или свинг, когда вы делаете сдвоенные удары, и превратить это в уже какую-то более интересную, оригинальную структуру. Но обучение нужно всегда начинать именно с прямого ритма. А к практике мы будем переходить сразу после перерыва. Поддержать проект можно по QR-коду или по ссылке в описании.